А кому не нравился Муслим Магомаев? Я не знаю. Ну. Почему ты в этих нарядах не танцуешь? Да смотришь, как негритянка идет, она такая живая. Женщина, не надо есть картошку и белый хлеб. Все, что могу вам сказать. И селедку не надо есть. А почему селедку? Рыбу ведь. Картошку я очень люблю. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты селедкой ее там с рыбой. Поэтому она была не настоящий толстяк, Да. искусственный. Листопадом. Просто это отварная картошечка, она такая. Сергей Анатольевич говорит, жареную каждый день. Нет, я же была 85. Ложь, все ложь. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Стремитесь похудеть, не надо стремиться худеть, это правда. Зефиры, вот это все. Не напасешься. Не напасешься. А мне очень нравятся эти Металлика, Deep Purple, вот такие не знаю, ребята. Я твой преданный. Как что? Орфей. Мотив. Орфей. Орфей, да. Я ей юбку купил. Вот. В горошек. Нравится тебе юбка, Свет? Конечно. Ну как можно нравиться? И Света сейчас в конце нашего интервью откроет вам правду. Это Я пытался сопротивляться, но быстро понял, что не надо. Говорю, все, ребят, все нормально. Отдаю все. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас звезды эстрады в Сокольниках Сергей Анатольевич и Светлана Николаевна. Звезды упали. Погода отличная, как вы видите, солнышко, мы сидим на лавочке. И сейчас по просьбам моих зрителей зададим несколько вопросов этой популярной, замечательной паре, дуэту. Как правильно назвать? Пара или дуэт у вас? Ты как больше. Нет. Вы как думаете? Мы просто танцуем. Ничего Так. же давно не думаем. Как вы стали звездами, Свет? Скажи, можно на ты и без Да, отчества? конечно. Официоз такой, да, нам не нужен. Ну и вот, сейчас мы у Светы спросим несколько вопросов. Может быть, она нам скажет, когда она родилась, где родилась. Я родилась в Москве, ничего особенного в моей биографии нет, абсолютно стандарт, все по стандарту. Родилась в Москве в 65 году, зимой. В каком районе? Я родилась, сейчас это Серпуховской вал. Метро Серпуховская где-то там, да? Тульская, ближе туда. Ближе Тульская. Университет Патриции Лумумбы. И там прожила, да, всю свою сознательную жизнь? Нет, я там родилась, первые 5 лет прожила. Потом я жила в метро Беляева. А потом с 18 лет я живу в метро Отрадный. А как вы попали вообще вот сюда, на Лично эстраду? Да. В Сокольнике? В Сокольнике. Ну, мне кажется, уже оскомину набила этим. Ну я-то не Моя знаю. дочка вышла замуж за сына Сергея Анатольевича. И мы стали Сватами. побратимы, сватами. Да. Я очень не люблю вот эти понятия русские. Я тоже вот эти вот Потому что сваты. очень легко запутаться. Ну просто люди знают, близкие родственники. И? всё. И мы здесь гуляли с нашими внуками. У нас родились внуки, погодки. И мне было тяжело справляться с первой внучкой уже одной. Потому что ей было 1,5 года, когда родился второй ребенок. И я просто не справлялась. И мне нужен был как бы человек, который бы мне помог. Мне больше некого было попросить. Поэтому... Да, они запрягли меня. Да, раскрутили где-то. Итак, вы попали в Сокольники на танцы? Да. У меня есть видео, к сожалению, как могу найти, то ли на стюард, или что у нас Аркаша стоит с колясочкой, с погремушкой, и мы вокруг этой колясочки танцуем. У тебя сколько детей, Свет? У меня лично 3 детей. А как зовут? Старшую девочку Соню зовут, ей 40. Потом у меня сын Александр, который на пианино играет. И дочка, которая невестка, ну придется же прибегать. к таким Сергей Анатольевич, да? наименованиям. Да, невестка, младшая дочка. И вы здесь гуляли и решили попасть. Да, Сергей Анатольевич. Да. Нет, я тут танцую Я про себя говорю. испокон веку. И, Лет 30, наверное, я здесь танцую. и вы затянули это- Свету, да? Ну да, а она вот как бы пришла на новенькое. Нет, просто был такой оптимальный вариант, чтобы я здесь гуляла с коляской, потому что Сергей Анатольевич был, как сказать, завсегдатаем Я же не этого мог парка. отрываться от танца. Да, понимаете? он был завсегдатаем. Поэтому я стал завсегдатаем. сочетать должность дедушки и Танцора, главного танцора Сокольников, да? Ну и тут она подключилась. Ну, нравится тебе здесь, Свет? Да, конечно, у меня здесь появилась, когда я пришла туда 8 лет назад, 9.
У меня появились хорошие знакомые, приятельницы. Мы с ними вместе танцевали. Здесь были очень хорошие, устраивали джазовые концерты. Здесь были раньше выставки. День Индии проходил, например, я помню, до ковида. Здесь были выставки, ярмарки. Я помню, был День хлеба, по-моему, назывался, да? Да. Там Вилли Токарев тут был. Да, Вилли Токарев? Да. О, Это просто незабываемое было, когда Вилли Токарев. Понравилось? Я первый раз его видел, такой большого роста, он сидел несколько, смотри, Вилли Токарев, и мы вокруг него как это? танцевали. Небоскребы, а я маленький да, а он сидел такой. на Да? табуреточке, А я маленький. и все равно был маленький такой, но очень, мне очень понравилось, это, честно говоря, должно быть такой, честно говоря, имена, фамилии для меня. такой Было, типа, было. Так вот, Сергей Анатольевич, мы знаем, кто. Детский писатель. А кто ты по специальности? Заканчивала высшее Ну, учебное знаете, мы заведение? все перестроечное время, все стремились получить высшее образование, да. Кто какое мог, кто какое сумел. Мы все учились понемногу, чему-нибудь Да, и тогда мы все были как-нибудь. заточены на то, чтобы мы учились, все хотели, чтобы их дети были образованы. А день всегда холодно. Вот, да, и я училась математика, программиста. Потом, как понятно, в 90-х годах они все стали не нужны. Всех их отправили на улицу. Я торговала шарфами вместе со всеми. Ну, такая стандартная достаточно жизнь, не особенно интересная. Я тащила своих детей в край, чтобы просто они были сыты. Такая у меня была жизнь. И Ну да. работала, по сути, где придется. Нет, ну в 90-е на Ну, рынке. 90% страны на рынках Да, были. пацаны стояли академики. Этого не нужно стесняться, все там Да не то, что через это стесняюсь, прошли. Через это прошли много. Даже на танцплощадке я встречаюсь, с какими женщинами новыми знакомлюсь. Они тоже все очень такие умные, интеллигентного плана. А образованные. познакомились вы с ними на рынке? Нет, они здесь танцуют, но они все прошли. Кто где, вот эти рынки, черкизовские рынки, вот эти, кто там работал, кто там продавал. А вы чем занимались в лихие 90-е? Вот, честно говоря, когда они прилетели для меня, я делал, что хотел. Я танцевал, я там театром что-то как это так. Не, ну от сочинял танцев-то чего-то. сыт не будешь. А? От танцев сыт не Ну, будешь. знаешь, как-то вот дворником работал, я помню. Дворником я работал, да. Да, дворником. В это время я такой дворник. 90-е годы, да? Да, 90-е годы. Это меня как-то так. Ну, в общем, я просто жил, как хотел. Мне почему-то, когда они прилетели. Меня, правда, ограбили один раз, то есть тоже на меня, Сокольников. Ограбили? На меня отразилось это бандитское время. Ну, я просто, я же... Как говорят, вот с этого момента Да, поподробнее, это- как нет, ну, ограбили. Я всю жизнь бегаю, там, с молодости. И вот я там тихонечко бежишь, и такая группа молодых ребят, 5 человек с разных сторон. Я пытался сопротивляться, но быстро понял, что не надо. Говорю, все, ребят, все нормально, отдаю все. Все взяли. Много взяли? Нет, ну у меня там, господи, что-то было там на нынешние деньги, ну тысяч, может быть, 20, ну, 15, на нынешние. Нифига, с На- 20 тысячами бегали по парку? На тамошние. Нет, ну и в общем все кончилось хорошо. То есть ребро одно было так чуть-чуть немножко. Побили? Ну да. Ну так, пока я не сообразил, чтобы раздаваться. Ну да, чтобы не сопротивляться. Все как-то прошло. Я думаю, да, очень так терпимо. Я не вспоминаю. Какие подробности выясняются. Ну это просто времена те были такие. Да. Это только так на меня отразились. А в другом смысле, что там сочинял, там гулял, танцевал, в общем, жил нормально, молодой такой жизнью. Ну, так, мама, конечно, работала. Свет, сколько у тебя внуков? У меня 7 внуков, у меня 2 дочери, такие любвеобильные, очень любят детей, очень любят семью. Она профессиональная нянь. А вообще я потом, когда поняла, что надо чем-то таким заняться, чтобы мне нравилось, мои дети меня научили только одному. Чему? Заботиться о детях. Сергей Анатольевич, а у вас сколько? Нет, у меня внуков? всего один. И то я о нем не заботился, честно сказать. Я так- Нет, он про внуков. А, внуков? Про внуков. А, двое. У нас общих двое У нас внуков. двое. А, у общих двое Общих у вас, двое, да? общих. А. Ну, внукам я помогал, да. Позвали меня, я тоже впрягся. Ну- Была главная, а я так подхватил. Много вопросов, Свет. Сейчас ты скажешь, опять оскомину набила. Да, конечно, Я конечно, начал конечно, снимать конечно. тебя 2 года назад. Вот у меня есть видео, Да, где ты в таком в балахоне. платье, как оно называется, Да, в белом или в сером? такое серое, по-моему. А, серое. Ну, Это такое вот большое. ладошки на ладошке, где я первый раз меня Нет, делала. это я снимал сам А, еще да, 2 или 3 года назад. А, но она не набрала просто. Сергей Анатольевич, нет, оно набрало много, я тебе как-нибудь покажу его. А покажи, точно. И вот, ну, закончим съемку, я покажу. Я, может быть, сюда кусочек ставлю даже. Там ты была шире, чем что, сейчас. именно в плане того, что я так похудела?
И оскомину, да, вот расскажи секрет, как ты похудела, может быть, помимо танцев еще что-то там, диета, там, не знаю, бегала. Нет, ну я просто привыкла к этим вопросам. Они сначала были как меня неожиданные, но теперь я уже привыкла и понимаю, что нужно женщинам отвечать. Помимо того, что ты ходишь на танцы и много гуляешь на свежем воздухе, помимо этого я как бы поняла, что мне надо есть картошку. Вот если так вот прям на уровне быта, да? Да, То я в прошлом году не ела вообще как говорится, картошку. доступными словами своими. Да, адаптировано населению, да. Я не ела картошку, не ела белый хлеб, не ела ни острое, ни соленое, потому что это задерживает воду и провоцирует. Меньше организм, соли, да, меньше воды. Меньше соли, меньше воды, меньше отеков. И Поэтому... что, воды меньше? Нет, Воды. Воды как раз не меньше, воды надо нормально. И больше Я движений. говорила, да. Нет, острого соленого не надо. А воды почему? Надо а пить. сколько меньше воды? Да, нет. Я даже И- не говорила. А вот ты на весы не становилась вот в этот момент, когда вот... Знаете, я поняла, что, как вам сказать, понимаете, весы они только мешают. да? Потому что ты начинаешь нервничать, а сколько ты сейчас будешь видеть. А вообще, честно говоря, для меня самая большая была радость, я сейчас, если так неформально, когда ты влезаешь в ту одежду, которую ты носила до тех пор, пока ты тебя вдруг вот так вот. Лет 20 назад, да? Да, когда я вдруг одеваю ту одежду, которую я носила, до того, как я стала полной женщиной, такой крупной, да. И, знаете, я хочу сказать девушкам всем и женщинам, вы понимаете, если говорить вот честно, так чисто по-женски, не надо стремиться худеть. Все сейчас, Нельзя. сейчас модный Оземпик. Нельзя ставить себе такую цель, что я хочу похудеть. Надо поставить себе цель, какая должна быть цель? Надо жить так, чтобы ты себе нравилась, несмотря ни на что. Я пошла, купила себе красивых платьев, наконец-то. То я носила там черт что вообще. Я пошла, купила себе вот это, говоришь, платье, она же запомнилась, она же плоская. И белая, красивая, шляпы там себе купила. Да, шляпка была такая розовая, по-моему. Да, и они мне так понравились. И я ходила по всяким магазинам и искала на крупных дам, там, да, вот это, для женщин больших размеров, да, там, как это называется, красиво. Там Не XXL. для толстых там каких-то, да, а для просто для женщин с большой формой, там, да. И знаете, мне в подъезде стали все время говорить, какая стала красивая, какая стала нарядная, какая-то стала обаятельная. И я как-то подумала, зачем мне худеть? А что подвигло тогда? Да я просто полюбила танцевать, я полюбила все время танцевать. Мне нравится танцевать. И сам по себе вес уходить начал, когда Да я танцевать вообще начал. об этом не думаю. Ой, отлично, я сейчас влезу в свою юбку. Ну вот в этом большой плюс. Не надо думать, что одевать, что покупать. Вот я сейчас влезу в свою старую юбку. Какая красота, какое счастье. Но на самом деле я была очень счастливая. Я вообще не чувствую, мне как кто-то мне там сочувствует. Кто Ну сочувствует? вот смотришь на мои старые вот эти первые А. видео, и мне сочувствуют. Я думаю, да глупые люди. Ты знаешь, многие, кстати, говорят, вот раньше она мне нравилась больше. Да, я была счастливая. А Это сейчас? правда. Но я не могу сказать, что сейчас несчастная, но в том весе я тоже была счастливая, понимаете? Я не была какая-то несчастная, и ставила свою цель, какую-то срочно надо похудеть, что-то с собой делать, вообще это безобразие, как я... У меня таких мыслей не было. Я всегда была прекрасная для себя. Но сейчас я вот такая, да. Ну, пойди себе купи другую красивую одежду. Мне повезло, я позвонила своим дочкам, сказала, знаете, я набрала такой вес, я не знаю, что делать, что мне одевать. И они мне оба прям буквально по полтиннику скинули. Ну и Я раз пошла, мы... все растратила на одежду. Ты просто приезжай и сказала, я не знаю, что мне одевать, у меня нет денег на новую одежду. А вы видите, во что я превратилась. Я всегда была счастлива, я пошла на все дорогие рынки, дорогущие магазины, но купила себе дорогую обувь, дорогую одежду. Я была такая счастливая, там 5 пар очков, там, я не знаю. Раз заговорили о счастье, что такое счастье? Знаете, когда я пришла первый раз после того, что я располнила, я пришла к своей любимой внучке, к своей любимой дочке, и вдруг меня увидели мой зять, моя дочь и мои двое внуков. И у моей дочку просто перекосила от того, что она увидела. Ну, зять, он более такой умеет владеть своими эмоциями, он такой, здравствуйте, Светлана Николаевна, здравствуйте, так тихо молчит, тихо стоит у стеночки. Понимаешь, что сказать что-либо нельзя, потому что либо фальшиво будет, либо просто некрасиво. И мои дети, внуки, понимаете, они подбежали ко мне, они меня обняли, меня так давно не видели, они меня обняли, сказали, бабушка, как мы тебя любим, какая ты красивая, мы тебя так ждали. Дети любят просто так, понимаете? Да, Дети любят бескорыстно. ни за что, да. И я поняла, что какая разница, какая я, если меня дети мои, внуки мои любят. И вот это ощущение счастья, которое мне наплыло, понимаете, когда оно меня захлестнуло. Вот Сергей Анатольевич сидит, улыбается. А вы, когда увидели Свету? Ваши ощущения какие были? Сейчас скажет, не помню. Да нет, ну, не знаю. А я же... На танцах меня увидел первый. Мы долго не виделись во время ковида. Мы не виделись. Нет, когда пополнела, я вот эту нет, реакцию. Я, честно говоря, я как-то удивился, да, и как-то,
я как-то что-то не понял, не врубился, что это как так произошло. Да. Ну, понятно, не хочет отвечать. Нет, я честно, у меня просто недоумение было, думаю. Я даже ее не узнал, честно говоря. Нет, ну не было такого, что я как-то почувствовала, что я как-то сильно меня отторгает сильно. Ну, человек воспитанный, интеллигентный, очень будет как-то. Не, ну это само собой, Вот. понятно. И я поняла, что ну приму такой, какой есть, это ничего страшного. Но ощущение счастья было от того, что дети, они как бы любят бабушку, независимо от ее веса, как она выглядит. А для меня самое главное это же Да, дети. она же немножко врет. Врет, да? Она, как все женщины, они выбирают. Она что хочет говорить, говорит, что не хочет, не говорить. Я не буду. Ну и просто правильно. имейте в виду, что не надо все поднимать на чистую монету. Она просто болтает. Болтает дальше, болтает. Раз, Вспоминаю вот это ощущения, вот эти я вспоминаю. раз мы заговорили вот про счастье, ты начала говорить. А что Да. такое счастье, Свет, в твоем понятии? Ты счастливый человек? Я всегда счастливый человек, это как бы не обсуждается. Что такое счастье? Не знаю, когда радуешься солнцу, небу, И все? конечно. Значит, все хорошо. Сергей Анатольевич, а в вашем понятии? Ой, такая тема заезженная. Мне кажется, что... Заезженное? Да, мне кажется, что ответ простой. Если это надо объяснять, то не надо объяснять. Понятно. Ответ. Нет, я серьезно говорю, и всех женщин, которые ко мне подходят, сейчас вспоминаю вот это время, я говорю, не стремитесь похудеть, не надо стремиться худеть, это правда. Сейчас вот ты говоришь, не надо худеть. Знаете, Массовый, я вообще считаю, что массовый психоз сейчас пошел. Вот худеть, на это. мне подружка тут вчера прислала какое-то огромное интервью, что худеть нельзя в нашем возрасте. С каким-то врачом она разговаривала, прислала мне вчера буквально. Не, худеть быстро нельзя, я думаю. Ну, в конце концов, надо принять за то, что толстеешь ты тоже не за один день. И похудеть ты не должен за один день, правильно? Нет, я Как щас- хотят. Игорь, знаешь, я сейчас сижу, вспоминаю, каждый раз я в разном настроении, в разном состоянии, как все обычные женщины. Но, понимаешь, я сейчас вспоминаю время, когда вот на этой ротонде мы танцевали, и я пришла туда осенью, в октябре. Ну, я совершенно не чувствовала себя какой-то ущербной, ущемленной, что я какая-то не такая, что я там толстая или не толстая. Я всегда прекрасно себя ощущала, понимаешь? А если бы я все время думала, что я толстая, что я некрасивая, я хрен бы тебе похудела, понимаешь? Я вот это хочу сказать. Ну, сейчас я тебе серьезно говорю, Свет. Вот Да. очень много спрашивают. Спросите у Светы, спросите у Не Светы. надо есть картошку, вот наши любимые женщины. В двух селедку, словах, как говорила Картошку, селедку, капусту, вот это все есть нельзя, потому что это все провоцирует отеки. Как говорила Женщины понимают, о чем я говорю. Фаина Раневская, жрать меньше надо, да? Ну, не знаю, мне надо свой был этот рецепт. Да, я скажу, Да. баба, ничего не понимает. Это все максимально просто. Есть как бы еда, которая в тебя, есть движение, активность. Вот это должно как-то сочетаться. Если ты много ешь, много двигайся. Ведь много двигаться. Просто двигайся и двигайся. Еще одна вещь. Дело не в толстоте и в этом, а дело просто в ощущении здоровья. Вот если человек ощущает себя здоровым и больным. Вот она, когда была, она была немножко нездорова. Она об этом не говорит, но она была нездорова. И когда у нее эта болезнь прошла, она как бы здоровье, оно свое. Если ты здоров и двигаешься нормально, живешь просто нормально, по-человечески, просто нормально, то все будет в порядке. Есть эти люди, которых вот эта вот полнота, как бы, ну, естественно. Посмотришь, как негритянка идет, она такая живая. Ей не надо, понимаете, ей просто не надо. И если она в голову себе возьмет, она вот заболеет. И женщины такие есть, просто которые органично быть такими вот. Но когда ты чувствуешь, что тебе тяжело носить свой вес, просто чисто тяжело тебе самому. Просто, сообрази, если тебе тяжело, чтобы тебе легко стоит. Двигайся, ходи больше, танцуй, ешь меньше, естественно. А что? Это все очень просто. Тут не надо ничего как бы в это слишком много. И, конечно, вот эти уколы все тоже... Это согласен. Ты одну болезнь заменяешь на другую болезнь. Да. Вот и все. Зачем? Так, Либо смирись и радуйся им, как бы, своей толстоте, либо, если она не нравится, возьми, просто честно, просто двигайся, как люди, когда курят. Либо ты куришь и кури, и не бери в голову, либо ты брось и все, и тоже не бери раз в голову. и навсегда, начинают и брать в голову, и это. Либо ты решишь жить вот так вот, и как бы живи, либо смирись, будь толстым. Так, Расслабься. переходим к другой теме. Женщина, не надо есть картошку и белый хлеб, все, что могу вам сказать. И селедку не надо Не есть. А слушайте, почему селедку? Рыбу ведь. Картошку я очень люблю. Да, жареную картошку, по-моему, все любят. Нет, я не ела Нет, я тебе честно, я не ела ни картошку, ни селедку целый год. Да, привет. Так, ну и переходим
к другой теме. В интернете вас с Сергеем Анатольевичем поженили. Что вы скажете по этому Нас поводу? поженили? Ну Да. да, мы вместе живем, все хорошо. Мы пара, как бы. Вы пара? Если говорить про родных... Пара или дуэт на танцах, или пара? В прямом смысле этого конечно, слова. мы танцоры, а кто мы еще? Нет, а пара. Пара ты- в смысле личной жизни, Да. ты имеешь в виду? Ну да. Пара. Да, но на танцы как бы это... Не просто влияет, но танцуем. это понятно. Просто Потому танцуем. что много вопросов. Они муж и жена, я уже устал отвечать там. Вот скажите Ведь раз сами. навсегда, да. Скажи, да, они пара, все. Но на танцах мы просто Нет, ну вот сейчас вы танцуем. сами говорите. Мы танцуем. Ну, ты меня спросил, вы пара, дуэт? Я не понимаю, какая разница. Просто какая разница. Нет, дуэт это на танцах дуэт, а пара? Так, мы дуэт, да, мы там танцуем. А Мы там вне танцуем. танцев пара? Ну, мы вместе живем даже. Все. Вот теперь поставили. Ну и понял. Такой вопрос, как много вопросов тоже, как ты попала на модный приговор? Лена, есть такая девушка Лена. Солнышко на ладошке. Солнышко на ладошке, да. Она просто им сказала, что она не хочет. Ей предложили, и не хочу ли я пойти, потому что вот мы не пошли, там какие-то были передачи, телепередачи с Малаховым, и она сказала, ну вот вы не пошли, мне как-то неудобно, давай ты сходишь на модный приговор. Ну, я как... Ну и Вот. понравилось тебе? Модный приговор, да, конечно, телепередачи, там, все это, конечно. Но больше не пойду. Не пойду. Многие пишут, почему ты в этих нарядах не танцуешь? Неудобно. Если Ну да. честно, это просто неудобно. Я ей юбку купил Вот. в горошек. Нравится тебе юбка, Если Свет? это- Свет, Конечно, здоров. конечно. Ну как можно нравиться? Я в этом смысле... Сергей Анатольевич, это вы купили? Я, все я. Васечки все купил я. А 3 юбки, 3. 3? Да. Нет, ну вот честно говоря, про похудение у мужчин своя логика, своя там. Все понятно. Женщины, если вы правда хотите похудеть, ну просто не сидите в огороде, не сидите на кухне, не пеките вы эти пироги, идите на улицу, танцуйте, я не знаю, ходите плавайте, доставляйте себе удовольствие не вот этим, понимаете, вот это месить тесто, как у меня все подруги вот такие, понимаете, вот они эти пироги, день и ночь, там вот это все. Да не про меня, уже все, детей мы вырастили, внуков мы выросли, все надо для себя жить, для себя. Вот хорошая погода, плюнула на все, пошла гуляй, вот гуляй. Хочется тебе танцевать, Так, танцуй. Многие, кстати, говорят, она бы лучше с внуками сидела, чем Я танцевала. вырастила всех внуков, женщины, не беспокойтесь, я стала бабушкой в 40 лет. Всех детей я пропустила через себя. У меня есть 2 малыша, последних, им 7, 8 и 6 лет. Но дело в том, что моя старшая дочь, это ее 4-й и 5-й ребенок. Дело в том, что она их родила уже в 35, а не в 20. Понимаете? И она работает дома. И она понимает, что это ее последние дети. И я просто чисто для того, что она знает, что мама, если что, всегда приедет. Если ей нужно куда-то отойти. Она просто дома работает. И вот у меня 2 малыша, 8 и 6, которые еще. А ну до 5 лет я их тоже растила, так же, как и всех остальных. А старших лет вообще я их как мама им была. Свет, а многие вот спрашивают, зимой ты раздетая, без верхней одежды танцуешь, в одной футболке, Это у там нас- не это жарко? у меня было всю жизнь. Ой, не холодно, вернее? Мне реально, когда я танцую, мне правда не холодно. Все беспокоятся, как Света, тебе не холодно. Когда я двигаюсь, мне реально не холодно. Я не замечаю, что холодно. Наверное, если бы у меня были какие-то там кашель начинался, насморк после этого. Еще, наверное, я же все-таки здравомыслящий, как несмотря ни на что, да, все-таки здравомыслящий, наверное, я бы одевалась там. Или вообще перестала бы ходить на танцы. Если бы меня как-то отражалось на моем состоянии здоровья, физическом, я имею в виду. Но вы же видите, я вроде как хожу, и вроде как ничего не происходит, вроде танцую раздетая, и снова прихожу в таком же виде. Мне не холодно, но я хочу сказать, что это у меня с детства такое вот. У меня, я считаю, что это, я сама лично всегда считала где-то с 20 лет, что это из-за сердца. У меня порвалось центрального клапана, и мне всегда жарко. И если вот что-то такое, какая-то фон меняется, гормональный, эмоциональный, не знаю, что там какое, то у меня начинает колотить сильно. От этого у меня становится жарко. Но я не думаю, что все так просто, потому что а куда деваются бронхиты, куда все девается? Закаленная. Да. Может быть, я с детства закаленная, я всегда стремилась раздеться. Я люблю очень разные шарфики. Мне мои подруги школьные всегда дарили шарфики. Они мне говорили, Свет, ну ты все время без куртки, ты все время без пальто, ну хоть шарфик, хоть шарфик. Они такие были замечательные очень, они меня очень обожали, все мои подружки, они мне всегда дарили шарфики. У меня дикая привычка, у меня 100 шарфов. Мне это напоминает молодость моих любимых девочек, которых меня очень любили. А какое у тебя самое любимое время года? Зима. Зима. Сергей Анатольевич, а у вас? Мы весна, что-то. Май, июнь.
Май-июнь это лето уже. Да нет, половина вот апреля, когда все начинается, вот, так, весь апрель, май, июнь, это вот если бы я был богом, я бы 3 месяца оставил. И все, и остальное просто все начало вычеркнул. апреля, май, июнь, опять начало Опять апреля. май, июнь. Я бы 3 месяца. А Света зиму любит, Нет, как бы понимаешь, тогда быть? весна, Она ничего не я понимает. тоже люблю весну, все понятно, но это понятно, что трудно не любить весну, понимаете? Трудно не любить весну. А вот зиму любить, мне кажется, это должно быть чем-то исключительным каким-то таким обладать, чтобы любить. Но для меня самое любимое время года – это зима. Потому что много снега. И знаете, как жизнь белого листа. Вот, понимаете, вот приходишь, вспомните такой момент в 1 классе, мы все сидим, и вот нам, мы пишем эти тетрадочки там все, да, потом, грязное, старое все, мы какие-то берем новые, чистую тетрадочку, с новой строчкой пишем, красивым почерком. И нам кажется, что теперь мы всегда во всех листочках будем так красиво писать. Но женщины меня понимают. Понимаете, когда зима приходит, вот у меня это ощущение, что вся жизнь она с белого листа, все так чисто, красиво, морозно. А мороз, он стимулирует, а не расслабляет. Какое у тебя любимое блюдо, Свет, из еды? Вообще люблю картошку большую. А ее есть нельзя. А ее есть нельзя. А какая тебе нравится? Пюре, жареное? Нет, я, честно говоря, раньше вот очень любила, просто мы когда в Советском Союзе варили эту картошку, варили с укропчиком. В мундирах, с маслом. нет? Даже не в мундирах, просто это отварная картошечка, она такая. Сергей Анатольевич, а у вас любимое блюдо? Нет, я картошку всю жизнь любил. Ну, Вот просто любимое блюдо или Да нет? Нет, просто на последнее время стала такая хреновая, как и все. Картошка, без Как и запаха, без всё. вкуса. Но вообще картошку я всегда любил. Честно, я жареную. Не верите ей, я регулярно жарю картошку, она ест. Ест, да? Да, нормально. Раз в неделю ест. Еще как, скажи, Еще да? как, да. Поэтому так То есть, тоже. я сохраняю вес, несмотря на то, что я ем, как бы, да, достаточно много, но я просто понимаю, что, Ну, ты двигаешься много. ну, сейчас в этом году практически, Ну, вот в как? прошлом году, да. Ну, а на танцы Вот посмотри. я сейчас скажу, что я в прошлом году вставала где-то в 9-10 утра, я вставала, шла в ботанический сад. Я живу недалеко от метро Владыкина. И центральный вход ботанического сада. Через весь ботанический сад. Я через Пешочком. Останкино, через ВДНХ, через Сокольники. Я к 4 добиралась на танцы. Это ты пол Москвы пешком. Да, да. Да. У меня был с тобой такой поход. У меня был термос, шоколадки, там, и бутербродики. Иногда я себе позволяла чебуречный вот здесь есть. Просто Ага. попить чай, потому что я свой выпивала, чай из термоса. Вот, наконец-то она правду стала говорить. Правда, Вот да? это послушай, потому что действительно, вот можете представить, от Владыкина через ботанический сад в Останкино, в ВДНХ, какой это путь? Представляете? Ради интереса надо посмотреть по Это карте, часа 3 сколько это пешком, километров. причем Я так вставала в нормально. 11, Да. делать нечего, еле-еле, там какой-то легкий очень завтрак, я утром как бы не всегда могла даже поесть. И с собой что-то кидала с собой что-то в рюкзак, шла. И понимаете, я хочу просто сказать, что это не поход, что это не спортивное мероприятие. Все, может быть, путают спорт для меня это был отдых, понимаете? Это было такое вот наслаждение природой, это было наслаждение там солнцем, зимой. А зима какая была? Вы вспомните, какая была зима. Такой Да. больше, наверное, больше уже никогда не будет. Меня это очень как бы стимулирует и настроение создает. Это мое любимое время года. Наконец-то зима, сказала я себе. Я приходила, вот, понимаете, это не спорт. Я просто еще 20-й раз скажу. Вот это мне не жалко сказать. Это не спорт. Это удовольствие от жизни, это радость. Идешь, снимаешь этих синичек, приносишь им какую-то еду, смотришь на это солнце, сколько у меня видео, сколько у меня всяких фотографий с зимой, с лесом, с елками, там, со всеми этими покрытыми снегом. Ну, это должно радость приносить, понимаете? Это прогулка, это не спорт. А как можно уставать от того, что нравится, понимаете? Да. А стоишь от того, что не нравится, что-то не нравится, все, я уже не могу, я уже не хочу, понимаете? Если что-то нравится, то это можно делать бесконечно. Какой любимый фильм у тебя, Свет? Есть? Самый любимый мой фильм? Ой, трудно сказать. У меня много любимых фильмов, так сейчас вспомнить навскидку я очень люблю. Ну, очень я любила фильмы «Игры разумов», я вот помню, мне он очень нравился. Сергей Анатольевич, а у вас? А у меня Бриллиантовая рука. нет, у меня ответ, нет, не только. Это фильм, который я смотрел много раз и каждый раз буду смотреть еще. Форест Гамп. Форест Гамп. Простите, да, это мой любимый фильм. Да, «Форест Гамп» тоже всю очень жизнь, хороший на фильм, всю я жизнь. просто знала, что вы ответите про «Форест Гамп», но я решила разнообразить немножко репертуар. Любимая песня, Сергей Анатольевич, есть? Ой. Ну, песни меняются. Песни. Это все очень меняется, это не должно меняться. Свет. Ну,
вот недавно дочка моя старшая, у нее девочка в садик ходит, она мне с таким восторгом прислала видео, как ее Танечка спела песню. Мама, ты посмотри, Танечка поет какую замечательную песню поет Таня. А Таня пела обычную песню. Пусть всегда будет солнце. А наши дети, к сожалению, этого не пели в садиках. А теперь вот мои внуки это поют, и моя дочка просто в таком восторге. Говорит, я говорю, слушай, я сама выросла, я сама пела эту песню. Сколько лет в садиках мы ее пели. А есть любимый певец? Ну, я люблю Пенкина, Лабертина Лоретти. А из женского рода? Сейчас только много всяких очень красивых. Ну, не обязательно сейчас, может быть, там раньше Майя Кристалинская или еще кто-нибудь. Кого я тогда любила в молодости. Она любит Криса Ри. Крис Ри? А Крис Ри, да, я очень люблю Криса Ри. Молодец. Ну вот моя такая постоянная классическая любовь, это я очень люблю Пенкина. Но сейчас у меня кругозор очень расширился. А сейчас... Благодаря мне. Да. А у вас, Сергей Анатольевич? У меня он слишком широкий кругозор, поэтому... Не, я про певцов любимых. Нет таких? Еще вот кто поет листопадом? Кто поет листопадом? А, такой есть Гео Пика. Нравится его песня «Листопадом, листопадом». Есть такой полурэп, хип-хоп. А вообще, мне последние не всегда нравились, знаете, какие-то такие крутые, такие heavy metal, такие крутые AC/DC, например. О, AC/DC, да. нифига AC/DC себе. это просто я, тоже полюбил. кстати. Металлика случайно не Металлика. нравится? Серьезно? AC/DC вот, Ну да, а мне да, очень да. нравится Металлика, Deep Purple, вот Я такие просто не знаю ребята. никого ни по имени, да. ни фамилии, просто спрашиваю, какой Синдерелла, вот певец. Я эти, имела в такие виду, ребята это крутые. Нифига группы, себе. это группы, Да. это группы. Группы, да, ну и Это группы. там Вообще голоса. больше всего на свете, Там голоса. даже еще до Сергея Анатольевича, да, я больше всего на свете любила блюз. Ага. В 35 лет я услышала, в 35 лет, не раньше. До этого я увлекалась классикой и уважала только консерваторскую музыку. Я слушала там Бетховена, Моцарта, сама играла. Вот это мне казалось, что это музыка, да. А вдруг я услышала, в 35 лет я услышала блюз. Потом джаз. И потом я поняла, что это блюз, это как бы тоже джаз, но просто маленькая такая часть джаза. И я очень люблю, то есть это такая любовь, понимаете, патологическая. Да. А промелькнула, ты сама Последние годы играла. Ты проходит- играешь на каком-то такой инструменте? фестиваль. Пианино, да. Серьезно? Да. Последние годы проходит фестиваль в Москве джаза в июне. Знаешь, да, тут 5 площадок. Не знаю. по Я всему- слышал по так. всему городу. И вот мы Посещайте. просто и танцуем. Причем на всех самых забавных Под джаз? площадках. Да, под джаз. Ну, под джаз это так. Нет, очень, вот как раз под джаз мы любим Ты бы танцевать. видел, как мы танцуем под джаз. И сколько у Обязательно. нас там было поклонников. Обязательно надо посмотреть. Я помню, вы раз говорили, мы поедем в Зарядье, там Да, что-то вот. Ну, мы же такое. не скрывали как-то. Да. Вот это наша музыка. нам Понятно. нравится. Так что да, вот это была такая моя страсть. Понимаете, можно сказать, любить, можно испытывать страсть, можно просто преклоняться перед каким-то. Вот я недавно услышала, как Хибла поет, мне очень Кто? нравится. Хибла. Это Как там? Их Мама. мама. Да. с Абхазии, Абхазкана. Ну, это очень голос слышал. Понравилось? Конечно. Да. Ну, и как бы, понимаете, для того, чтобы говорить, какой любимый, надо, чтобы их много было разных. А как у нас все какие-то одинаковые, все однотипные, даже кого-то выделить сложно. Лев Лещенко, Кобзон, да. Нет, эти ребята хорошие все. Нет, они все хорошие. Мы Мне же прям не очень говорим. нравится Магомаев. Муслим Магомаев, Я нифига прям- себе. Я Ну, обалдел. Маша, кому не нравился Муслим Магомаев? Я не знаю, мелодия. Ну, а кому не нравился Магомаев? Еще. Я твой преданный. Как что? Орфей. Мотив. Орфей. Орфей, да. Не важно, ну просто я Нет, сейчас в пою, я Советском слышу его голос. Союзе, его в Советском такое- Союзе Толкунов, ну кого не возьми, Ну да. Сенчин, вот Сенчину я в детстве любила. Она так очень трогательно пела, да, Сенчин. Но, понимаете, как можно было их не любить? Их любили все, по-моему, их любили все, это было как бы нормальный вкус. Ну у да. всех был. Магомаева любили все. Магомаева, ну это даже не обсуждается, понимаете, ну как может там, ну, это как тут Плесецкая, ну кому она не нравится, всем нравится, по-моему, да? Но все равно у каждого потом какие-то вырисовываются свои индивидуальные особенности, да, когда мы взрослеем, там, Ну да, мы меняемся, и у нас появляется новый какой-то репертуар, который мы слышим каждый там день, да, новый по радио, там где-то пластинки. Но я вот, честно скажу, должна признаться, что мне в молодости не нравилось ни Битлз, ни что, Не нравились. нет. Вот. Но то, что классика, там, Кристалинская, там, вот это все советские наши, они я очень любила, сейчас скажу, господи, боже мой, грузинская, твои хабибы. Бригвадзе я любила. Нани Бригвадзе. Да, я очень знала песни все наизусть почти. Но это вот совсем такая молодость.
такая, еще незрелость такая. Ну, вот мне нравились такие. Потом вот это на гитаре она играла. Благодаря этой даме, Бичевская? да, я научилась играть на гитаре. Бичевская, Жанна Бичевская? Я тоже все песни наизусть знала. Я любила Лабертину Лоретти, у меня были пластинки, я тоже старалась с ним. Потом вот это все, конечно, меняется, трансформируется, человек, у него немножко сознание, да, вот это все, информация. А Новелла Матвеева. Да. Кто-кто? Да, Новелла да, Матвеева да, была да, такая. да. Сейчас вот последняя мне нравилась Фролова, вот у меня дочка тоже. Фролова, Да, вот мне очень трогательные вот у нее такие песни. Сейчас их так много, ну, все типа бардов, да, такие вот мне нравились, барды. Вот. А благодаря Бичевской низкий поклон, я вообще гитару взяла в руки и сказала, что я буду. А на гитаре тоже играешь? Да. Ух ты, молодец. Ну просто у меня сейчас нет гитары. Нет, Нет, надо у меня было. сейчас нет гитары. Ну, потом у меня пошли дети, понимаешь, осталось пианино. Ну, в общем, у меня сын играет. Кто учил сына? Мама учила сына. Почему сын на гитаре играет? Мама учила сына. Почему сын программист? Мама учила сына. Понимаешь? Кроме русского языка, владеете какие-нибудь, Сергей Я Анатольевич? нет. На уровне школы. English, do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Были попытки, учился, давно уже все. Забыто. Нечем блеснуть. Здесь нам играть нечем. Мне лично нечем. Не, ну ничего, причем, Вот и мало всё, ли, Да, и My name скрытые таланты. Как один говорит? Давай. I live in my name is. Дальше идет по тексту. I live in Moscow. Да, вот это все тексты мы знали. И так далее. Понимаешь, далее по тексту. Понятно. Ну, будем заканчивать, наверное, Да, а то я и спасибо, так у вас да. уже. Скажите, что вы могли бы пожелать вот зрителям? У вас ведь миллионы зрителей сейчас. Вас знает уже не только вся страна, наверное, полмира. Потому что пишут из разных стран. Ну давай. Научи людей жить. По очереди. Нет, я только про женскую половину могу сказать, а мужчины не очень разбираются. Ну, пожелать что-нибудь. Ну, если все заморочены тем, что надо страшно похудеть, Не обязательно. Прохудеть я мы хочу уже. сказать только одно. Дай бог, чтобы это было нашей самой большой проблемой женщины – похудеть. Сергей Анатольевич, В смысле? что бы вы пожелали? Весна пришла, что еще что? Солнышко светит сюда. Хорошее настроение. Все, что надо, у нас есть. Всё в порядке. Ну вот такие они. Ну, этот самый, про коронавирус мне сказать правду или как? Скажи правду. Да? Я с удовольствием. Ну вот, уже 2 года и как- терзаюсь, у меня муки совести. Дело Как, в том, что- как есть программа на миллион, и Света сейчас в конце нашего интервью откроет вам правду. настоящую Это, тайну. это эксклюзивный материал будет, дорогие друзья. Слушаем внимательно. Значит, перед ковидом всех запугали, да, значит, астматики, сердечники, у кого давление, да, что если вы, товарищи дорогие, заболеете ковидом, то, в общем, вы в группе риска. И у меня астма, на самом деле, она у меня атопическая, я такой сильный аллергик на дыхание. Поэтому человек живет там, где ему хорошо. Мне на свежем воздухе очень комфортно. Мне тут нет аллергенов никаких. Ну, единственное, когда пыльца, ну, просто можно обходить эти деревья стороной. И до ковида, когда меня так сильно напугали, во-первых, я села дома на 2 месяца, и как все, основное большинство, я сама видела, люди, особенно женщины, не располнили. И я принимала препараты, которые помогают мне от астмы. Потому что если страх был такой, что если я попадаю в больницу с ковидом, то я не умру от ковида, а я умру от того, что там я просто задохнусь, потому что я чисто физически не могу находиться в медицинских учреждениях по той простой причине, что там пахнет либо лекарствами, либо там чем-то не тем моют полы, либо просто запах каких-то вот непонятный запах, любой запах непонятный. Аллергия. У меня тут же начинается сильный кашель. Я принимала препараты. Возможно, от этих препаратов, я набрала вес. Но я их пила где-то полгода. Потом я их перестала пить, и вес не уходил все равно. Поэтому здесь, конечно, вопрос большой. То ли просто я сидела дома 2 месяца, и я сидела упорно, я четко сидела 2 месяца, не выходила никуда. Мне дети привозили еду и строго-настрого запретили выходить из дома в связи с тем, что у меня астма. Астма в то время до ковида считалась, ну просто все, если ты астматик, ты заболел ковидом, то тебе кранты. И я, напуганная вот этой ситуацией, пила очень сильные препараты, которые снижают чувствительность снижают. И я думаю, что это был такой эффект, что я села дома и пила вот эти препараты. И поэтому у меня вот очень резко, то есть мой вес где-то 65, да, но не 85 никак. Вот. А в пике у тебя сколько было? 85? да? 85, да. Ну, и я думаю, что я поэтому очень сильно поправилась.
понимаете? Ну, у нас многие женщины принимают гормональные, это ни для кого не секрет, от этого тоже поправляется. Но если начать сдвигаться, если начать танцевать, не есть какие-то... Женщине очень трудно взять себя в руки. Представьте, сладкое. Я сладкое, кстати, отказалась от сладкого. А любила? Ой, я могла Тортики. съесть столько, я могла съесть полпачки там зефира, вот это все. Не напасешься. Не напасешься. Жрет просто как слон. Нет, это не как слон. А как слон я ела, когда я была вот такая, я ела как слон. А потом завязала. Сила воли. Сила воли... И что, не хотелось, когда вот, как ты сказала, завязала, не хотелось зефирку съесть там или Ну, еще хотелось, что-то? конечно, очень хотелось. Ну, для русской А как женщины- отвлекалась? Русской женщине отказаться от картошки. Я клянусь, я не ела картошку. Я клянусь. Сергей Анатольевич говорит, жареную каждый день. Нет, я же была 85. Ложь, все ложь. Когда я была 85, я перестала, поняла, что нет. Сейчас ест спокойно. Да, то есть я держу, стараюсь, конечно, держать вес, но я сейчас все ем, поэтому я не могу сказать, что... Ну и как-то вот я- после ковида, да, Да, и когда ковид закончился, я перестала принимать эти препараты. У меня был просто страх, что я попаду в больницу. И в больнице я начну задыхаться. Просто от запаха спирта, от запаха любых лекарств, от запаха там капельницу, когда даже ставят, она при меня, она пахнет. Там моют полы, я знаю, там чем моют полы. Я же там тоже хлорку как-то- добавляешь, что-то такое, да? Ну, это смертельно просто. Но я начинаю так кашлять, и у меня начинается паническая атака, что мне это никогда не закончится, мне становится страшно, это действует на нервную систему. Причем Ну и в итоге ты перестала принимать принимаю эти препараты препараты. и начала двигаться на да, танцы. да, да. И все в купе это вот Да. дало свой результат. Я не могу сказать, что это прям вот от этого, но у меня все равно ощущение такое, что никогда не было такого, что я весила 85 килограмм. Мой вес это вот. В школе я весила 49-50, после родов я немножко поправилась. но Сейчас больше сколько такого. ты весишь, Где-то если 60 где-то. не взвешивалась? 60 я была диспансеризация в октябре. Поэтому она была не настоящий толстяк, Да. искусственный. Поэтому все, что... Ну я же сказала, Да. что для меня радость была одеть ту одежду, которую носила до ковида. Я же не обманываю, я же всем говорю. Да. Для меня был очень большой стимул одеть то, в чем я ходила до того, как я поправилась. Короче, двигаться с Ну, мужчины не удовольствием. поймут. Да, все ерунда. Кстати, приседает. А, Я не ожидал. Я как бы уже давно приседаю по 150 Сколько раз По в день? 150 раз. Нет, раз в день по Ну, это 150. необычное приседание. 10 мы минут. сейчас тоже людей обманем. Да, 10 О, минут. в связи с этим вопрос. приседание. Утром зарядку делаете? Нет, я в постели делаю. В постели. Как это в Да постели? так, для суставов, у меня же сустав. А. Так что я делаю... А приседаете как? Тоже в постели? Не. Хорошая шутка. Нет, приседаем мы в парке, у турника, А. держась руками за это. Это такое приседание по Неумывакину. Ну, люди Не поймут. умывайте, Да, знаю, такой да. в Крыму. Да, так вот, 10 минут приседаем, на вдох-выдох. Это как-то я когда я Света вас поддерживает в этом нет, деле? я приседал давно, как бы до нее, и думал, ну, я когда начал, я приседал 25 раз и задыхался. Сейчас я могу приседать 200 раз, и все будет нормально. Так вот, я когда зимой, она за мной все ходила, и все, это самое, и я приседал, и она тоже стала приседать. Я думаю, ну, сейчас 20 раз. А она даже с самого начала, как пошла, около 100 раз присела совершенно спокойно. То есть Вот с так. самого начала, да. И Без, щас мы с ней- без подготовки. без подготовки, да. То есть она, на самом деле, у нее со здоровьем, с этим, с сердцем все нормально. И сейчас мы приседаем по 10 минут каждый день. А не зря ведь говорят, что ноги это второе сердце. Да, это 100%. Я Все болезни вот начинаются с скажу ног. вот эту точную вещь. И давления не будет. Просто раз или там 3 раза в день по 50 раз приседайте. Гарантированно, у меня было давление, когда начиналось давление там, в 60 лет, когда у меня было с суставом проблемы, и я мало двигался. Если будете двигаться вот так вот, давления не будет. А из одной, и с весом будет все нормально. Если двигаться нормально, то это, честно говоря, вот это точно совершенно. Желаю вам, чтобы Быть здоровыми. И, кстати, под музыку замечательно ходить. Имейте в виду, есть такие наушники, мы надеваем наушники и просто идем одновременно. Ходить надо не как мы обычно мы ходим, понимаете, вот так вот, опустил плечи, только вот ноги болтаются. Ходить надо вот так вот, смотрите, вот, руки, чтобы шли, чтобы радость была от движения. Понятно? Особенно с музыкой, если нормальные наушники, это вообще счастье. Прям идешь и танцуешь. Так же, как мы приседаем под музыку, правильно? Ясно? Танцуем, гуляем, все под Приседаем. музыку, все танцуя, да, и живем полной жизнью, радуемся. Вот солнце, скоро подснежники, вчера, когда искали подснежники, так и не нашли в Сокольниках.
Думаю, Приезжайте в Крым, их сейчас там море. Но они в Красной книге, за это могут нет, ну так оштрафовать. смотри, не собирай, что я. Мне на самом деле первое время, когда ко мне эти женщины просто налетали и говорили мне, что как вот, мне было неудобно им сказать, что да я просто, может быть, это из-за того, что препараты бросила пить. Ну, к нас женщина говорит, ой, ну это у вас климакс такой, вот это, ну, любят всякое. Ну, что я буду спорить? Да, Я буду сочинять, спорить? Я да. же не буду спорить. Я всю жизнь живу на холоде. Со мной детям очень сложно жить, потому что я всегда сплю с открытыми окнами, даже зимой. Не каждый это выдержит. Спасибо вам, Светлана Николаевна, Сергей Анатольевич. Здоровья вам, удачи Вот и ты подготовился. всего самого наилучшего. Думаю, на танцах мы не последний раз с вами видимся. Нет. Ну и вы, дорогие друзья, приходите на танцы, вот воспользуйтесь. Место Бе- есть еще. Воспользуйтесь бесплатным советом Сергея Анатольевича, приседайте, танцуйте под музыку, гуляйте под музыку. Ну а мы на этом заканчиваем. Всего вам хорошего и до новых встреч. Всем счастливо. Пока-пока.